Друзья, всем привет! Если честно, я не снимал процесс первой распаковки данных фонарей, потому что как только я их получил, сразу же побежал их тестировать и устанавливать. Но забегая вперед, могу с уверенностью сказать, что это что-то новое и современное. Так что сегодня мы с вами установим данные фонари, посмотрим, как они светят ночью, как светят днем, сравним их со штатными фонарями, проверим, работает ли круиз-контроль на данных фонарях и в конце ролика сделаем небольшие выводы. Я думаю, что большинство со мной согласятся, что штатные фонари с черной подложкой являются одними из самых идеальных для Lancer 10. Среди альтернативной задней оптики тоже достаточно много хороших вариантов. Есть, например, фонари в стиле Audi, которые также неплохо выглядят, но у них есть один недостаток в сравнении со штатными. Они сильно выпирают. И вот недавно появились данные задние фонари полностью светодиодные, которые я сразу и заказал. На выбор было два варианта, с черной и красной тонировкой. Я купил с красной. Пришли они практически в идеале, лишь на одном фонаре был небольшой скол. Обидно, но не критично. Кстати, первый небольшой нюанс. Когда я заказывал данные фонари, в инструкции было указано, что все устанавливается без каких-либо доработок. И по большому счету так оно и есть, все установилось довольно штатно. Единственное, необходимо прокинуть два дополнительных провода вдоль штатной проводки. Вот этот провод соединяет внешний и внутренний фонарь с левой стороны, а вот этот провод соединяет внешний и внутренний фонарь с правой стороны. И еще необходимо прокинуть третий провод, который соединяет внутренние фонари вдоль крышки багажника. Теперь можно сравнить новые светодиодные фонари со штатными и посмотреть на автомобиль со стороны. Новые фонари смотрятся очень стильно, и я не пожалел, что купил именно с красной тонировкой. Но по поводу проводки, подключение очень простое, все необходимые провода были в комплекте. Лишь небольшая трудность возникла при протаскивании проводов в крышку багажника через гофру. Кстати, на новых фонарях есть небольшой выключатель. Я сначала не мог понять, для чего он нужен, но потом, почитав инструкцию, я понял, что это выключатель анимации габаритов при первом включении и выключатель анимации поворотников. Но далее более подробно все это увидите. Так что идем тестировать, как работают данные фонари. При первом включении срабатывает анимация включения габаритов. И несмотря на то, что светит солнце, габариты видно очень хорошо. Так светят стопы. Включенные поворотники также видно достаточно хорошо, а лампы заднего хода присутствуют и в левом, и в правом фонаре. Многих волновал вопрос, присутствуют ли противотуманные световые сигналы. Да, присутствуют, они находятся в секции заднего хода. И как я говорил ранее, на новых светодиодных фонарях есть выключатель, который отключает анимацию первого включения габаритов и анимацию поворотников. Ночью данные фонари светят очень эффектно, с ними автомобиль выглядит просто шикарно. Так светят стопы и сигналы поворота. А так задний ход и противотуманные световые сигналы. А теперь, друзья, небольшой минус данных новых фонарей. Я думаю, что большинство из вас знает о такой болезни Lancer 10. Если, например, установить светодиодную лампу в штатный фонарь Lancer 10 без нагрузочного резистора, то круиз-контроль перестает работать. А поскольку новые фонари являются полностью светодиодными, то автомобиль думает, что якобы лампы в стопах полностью перегорели, и из-за этого круиз-контроль перестает работать. Также система курсовой устойчивости тоже думает, что якобы лампы в стопах перегорели, из-за этого на приборной панели выбивается ошибка. По большому счету, вышеуказанный минус не критичный и присутствует на любой светодиодной альтернативной оптике. Все решается установкой нагрузочного резистора. Единственное, так как данные фонари новые, я не знаю характеристик светодиодов, исходя из которых смогу подобрать необходимый резистор по мощности. Поэтому по мере сбора информации по нагрузочному резистору буду дополнять закрепленный комментарий под видео. Так что в целом новые фонари мне понравились, с ними машина выглядит очень современной. Но вот единственный минус, что перестал работать круиз-контроль, а я как назло им пользуюсь в последнее время достаточно часто, так как езжу много между городами. Но может попробовать впаять нагрузочный резистор в стоп, или может вообще уже не заморачиваться, а продать данные фонари и установить штатные фонари на черной подложке, потому что фонари на черной подложке, по моему мнению, это классика, которая больше всего подходит данному автомобилю. Так что, друзья, спасибо большое за просмотр. Отписывайте в комментариях, какие вам фонари понравились больше всего. Новые светодиодные или все-таки штатные фонари на черной подложке лучше всего подходят Lancer 10. Спасибо большое за просмотр. До новых встреч.